Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться декорированием пасхальных яиц в нежно-голубом и белом мраморном бархате диаметром 12 см. Пенопластовые заготовки обтянула бархатом и закрыла некрасивые швы на пасхальных яйцах с помощью тесьмы и горячего клея. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Посмотреть более подробно, как обтянуть пенопластовое яйцо бархатом, можно по ссылке вверху. Шов на яйце нежно-голубого цвета я закрыла тесьмой золотого цвета шириной 0,8 мм. Шов на яйце белого цвета я закрыла тесьмой белого цвета шириной 1 см. Но перед этим я закрыла шов на яйце белого цвета тесьмой серебряного цвета шириной 0,5 мм. И теперь можно приступать к декору пасхальных яиц. Одно яйцо в золотом обрамлении, второе в серебряном. Соответственно, мне понадобятся стразы в цапах в серебряном и золотом цвете. Я уже подготовила узоры из страз и далее поделюсь с вами. Пасхальное яйцо в белом мраморном бархате будет в серебряном обрамлении, поэтому стразы я буду использовать в серебряных цапах. И вот такой узор я составила на лицевую и обратную сторону пасхального яйца. Пасхальное яйцо в нежно-голубом мраморном бархате будет в золотом обрамлении, соответственно, стразы будут в золотых цапах. Для создания этого узора я использовала стразы в двух цветах – аквамариновый и прозрачный. В видео я не буду озвучивать количество, форму и диаметр используемых страз. Этой информацией я поделюсь во вкладке «Сообщество» в ближайшее время. Я добавлю фото пасхального яйца и распишу полностью всю информацию по стразам. Помимо страз различной формы, я также буду использовать в качестве дополнительного декора стразы диаметром 2 и 3 мм и еще цепь со стразами шириной 2 мм. И опять же, соблюдая цветовую гамму, буду использовать цепь со стразами в золоте и в серебре. И начну я декорировать пасхальное яйцо в белом мраморном бархате. Перед тем, как выкладывать узор, сначала я проклею цепь со стразами. Цепь со стразами я всегда начинаю проклеивать с низа яйца. И далее я проклеиваю цепь со стразами с лицевой стороны вторым слоем, накладывая ее хребтом. И вот такая красота получилась, и пока это яйцо я откладываю в сторону, для того, чтобы клей схватился с поверхностью. В это время я займусь проклейкой цепи со стразами на втором яйце. На пасхальном яйце нежно-голубого цвета я проклею цепь со стразами в один слой. И вот таких два пасхальных яйца почти уже готово. На нежно-голубом я добавила цепь со стразами в один слой и только с лицевой стороны. На белом я добавила цепь со стразами в два слоя с лицевой стороны и в один слой с обратной стороны. И начну декорировать пасхальное яйцо в белом мраморном бархате. Для того, чтобы узор из страз смотрелся на яйце ровно, сначала с помощью одной стразы я определяю середину на пасхальном яйце. Затем проклеиваю верхний ряд из страз и после этого проклеиваю боковые узоры с двух сторон. Теперь, когда верхний ряд и боковые узоры проклеены, можно переносить средний узор. Когда клею стразы большого диаметра, то клей наношу непосредственно на них, а не на бархат.
Ну что же, весь узор перенесен на пасхальное яйцо, теперь осталось добавить стразы диаметром 2 и 3 мм. Благодаря использованию этих страз в декорировании узор получается завершенным. И такие мелкие стразы я клею при помощи стилуса, и клей наношу непосредственно сразу на бархат, на то место, где будет располагаться страза. У меня недавно спрашивало несколько человек, сколько занимает по времени создание такого одного пасхального яйца. Я скажу среднее количество часов, так как основное время уходит на создание и выкладку узора из страз. Подготовить заготовку, обтянуть ее бархатом примерно уходит полчаса, это с вырезкой бархата по шаблонам. Затем нужно закрыть шов, у меня это занимает примерно 10 минут, даже меньше. И, конечно, горячий пистолет я готовлю заранее, чтобы время не терять и не ждать, пока он нагреется. И, конечно, теперь нужно добавить цепь со стразами. Все зависит, сколько слоев вы захотите добавить на пасхальное яйцо. И, конечно, здесь еще главный фактор – это аккуратность. И помимо того, что цепь здесь нужно накладывать аккуратно, есть еще режим ожидания. Это пока клей схватится с поверхностью. То есть проклеили один участок и немного нужно подождать. И так поэтапно. У меня проклейка 3 слоев цепи занимает примерно 40-50 минут. И далее нужно перенести узор из страз на пасхальное яйцо. Но до этого нужно обязательно этот узор подготовить. Итого затрата времени на одно пасхальное яйцо составляет от 3 до 5 часов. Все зависит от сложности узора и, конечно, от ваших навыков. Пока отвечала на вопрос, пасхальное яйцо в белом мраморном бархате готово. И теперь я перехожу к декорированию второго пасхального яйца в нежно-голубом мраморном бархате. Процесс переноса узора точно такой же. С помощью одной стразы я определяю середину на пасхальном яйце. Далее проклеиваю верхний ряд и перехожу к боковым узорам. И следующий этап, после того, как весь основной узор перенесен на пасхальное яйцо, нужно добавить стразы в цапах диаметром 3 и 2 мм. Я думаю, процесс проклейки страз вам понятен. Большие стразы разной формы я клею с помощью рук, а мелкие стразы диаметром 3, 4, 2 и 5 мм клею с помощью стилуса. И далее в видео я поделюсь с вами уже готовым результатом. Пасхальное яйцо в нежно-голубом мраморном бархате готово. Узор на яйце получился красивым и объемным, и стразы очень хорошо сочетаются с цветом бархата. А на сегодня это все. Далее в видео я поделюсь с вами, как эти пасхальные яйца смотрятся со всех сторон. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора пасхальных яиц. Буду рада обратной связи. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!